И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами фактически осмотрели весь особняк местного, наверное, сумасшедшего мага. Вот. И фактически сейчас нам осталось только убить, возможно, попытаться убить пару конструктов вот этих. Вот. Я думаю, этим мы сейчас и займемся, только перед этим мы с вами отдохнем, потому что у нас у большинства персонажей травмы. Вот. Кроме этого, я обновил версию игры до 1.1, поэтому, возможно, мы заметим с вами какие-то изменения в геймплее или в балансе, например. Вообще, как известно, у Obsidian не очень хорошая такая репутация в отношении обновлений. Вот. Кстати, что я хотел записать еще, да, в наши с вами заметки. Это вот такой вот небольшой с вами момент, да, потому что там было много закрытых сундуков, и на каком-то этапе мы с вами обязательно их откроем. Так, все у нас едят еду. Вот, может быть, конечно, что-то полезное можно здесь поесть. Интеллект +1, ловкость -1, сила +3. Лагерь. Максимальное здоровье, решительность. Получаемое лечение. Телосложение +2, сила +1. Это моряцкая каша. Мясо разумного. Награда Хайли. Использование 3. Восприятие +1, сила, ловкость +2, -15 время восстановления. Так, давайте что-то смотреть, из чего у нас довольно много. Получаемое лечение +25, свежие фрукты, например. Сила +2, свинина. О, давайте-ка свинины дадим. Раз, два. Нам сила пригодится этим персонажам, они будут пробивать. Яйцо, телосложение +1, серебрянка, интеллект +2. Это сюда интеллект и сюда интеллект. Хотя, в принципе, сюда, наверное, тоже. Ну что ж, поехали. Вот, сейчас мы потестируем. Да, все работает, все есть. Вот, сейчас мы с вами потестируем, как работает еда, да, бафы от еды, и насколько действительно в 2 раза. Ну, у нас все уже пошло не совсем по плану. Так. Так. Давайте наших этих персонажей оттащим подальше. Так, и будем вдвоем бить одного сейчас. И при этом мы еще... Так, здесь у нас регенерация стоит. Мы включаем щит. Здесь щит включен, отлично. Так, давайте-ка этими персонажами сначала убьем вот этого беса. Он нам может немножко подпортить обстановку. Так, отлично, они справились. Давайте их немножко раздвинем в сторонке, вот так. Еще я хотел затестировать, ребята, усиление способностей.
как-то не очень сейчас пошло. Так, Эдера немножко подлечили, но ему все равно плохо. Давайте-ка используем второй шанс. Сейчас все получше явно двигается. Явно получше. Смотрите, мы быстрее убиваем этого конструкта, чем когда мы пробовали. Хотя мы, конечно, пробовали, по-моему, уставшие, если я не ошибаюсь, то есть с травмами. Думаю, так. Но пока не будем использовать эту способность. Почему ты стоишь, ничего не делаешь? Так, давайте-ка как-то переместимся так, чтобы увидеть издалека. Сейчас он дыхнет. Я бы здесь отошел немножко. Отлично, удачно отошел. Так, Эдеру немножко больно становится. Так, мне кажется, что Эдера нужно подлечить. А у нас есть чем? Кажется, есть. И вот этот, почему-то он стоит, кажется, да? Интересно. Так, ну что, попробуем сейчас, когда дорегенится, поднять некоторое попадание в критические. Но тут не факт, что и дорегенится, потому что Эдеру реально как-то плохо. Причем я даже не понимаю, почему. Ладно, дадим ему немножко ресурсов. $38 урона, отлично. Ослабление хорошо работает. А, еще вот. Я вспомнил. Раз. И два. Отлично. Конечно, подвисание не очень приятное. Но зато мы начинаем быстро доколупывать его, смотрите-ка. Ну, не по 2 ему урона наносит всего лишь. Отлично, справились. Так. Похоже, мы зачистили полностью весь огненное водоросль, яйцо, галет. Весь абсолютно этот участок. Сейчас мы посмотрим, может здесь, конечно, еще кто-то есть. Кабинет Аркемира еще есть, смотрите. В кабинете, наверное, мы должны были найти с вами, ребята... Ух ты ж, блин. Я понял. Так. Снова отходим раз. Отходим два.
наш проникающий удар? Вот он. Сейчас он дыхнет, кажется, или что-то будет не очень приятное. Он себя сжигать пытается. Успехов ему, конечно, в этом. Как мы с вами не сохранились. Отлично. Справились снова. Вот теперь мы сохранимся. Скрепляющая медь. И дальше мы будем снова передвигаться в невидимости. В этом углу стоит одуряющий аромат. На табличке указано «Долина Каики». Пещеру устилает какая-то необычная растительность. В глубине отходящих в стороны тоннелей горят звездочки факелов. На табличке указано «Визракский улей для ухаживания». Часовой спит. На табличке указано, как найти хорошую прислугу или почему решил закупить конструктов. Ясно. На воде видна легкая рябь. Каждые пару секунд между деревьями показывается голова медведя. На табличке указано «Покой неизвестности». Над лесом поднимается каменная башня. Заметив вас, стоявшая у парапета, юная девушка бросается внутрь. Табличка отсутствует. Стайки крошечных бесов вьются среди ядовитых облаков и скал. На табличке указано «Рай для порока». Так, хорошо. Ну, не знаю, подсказки ли это к чему-то или нет. Мне, по крайней мере, на данном этапе так не кажется. Так, здесь, по-моему, мы тоже не залутали все. Или залутали? Я вот, кстати, думаю, а что тут можно по поводу еды приготовить? Ночь забвения, отлично. Боевой дух экипажа плюс 7. Из Грога и Арака готовится. Копченые ребра. Еда хорошая. Жареная уродина. Рагу из морепродуктов. Так, а еды, которая... Ага. Получается, еды, которая какие-то бонусы дает, пока мы не знаем, как готовить. Ну ладно. Так, у нас есть кабинет, есть еще пара комнат. Давайте посмотрим на эту комнату сначала. Смотрите. Столовая или что-то такое. Свиток искрящегося разряда. Бальзам арканиста. Шум. Тихо использовать. Тихо удар. Эффекты плюс 2 алхимия, плюс 2 тайные знания, плюс 2 пиротехника на 2 минуты. Ром и белая можжевеловка. Защита при выходе из боя плюс 20%, ловкость минус 1. Так, это выход через центральный выход, я так понимаю. Значит, остался только кабинет. Почему? Зачем хозяину книги? Они же невкусные. Так. А вот сейчас я хочу узнать, получится ли убить этого беса в одиночку. Почему? Потому что нам нужно прокачать с вами меч Мадвир. Давайте выключим вот эту штуку. По-моему, она там время восстановления. А нет, цена сниженного отклонения. Не время восстановления.
Интересно, конечно, считается ли бес разумным существом. Будем надеяться, что да. Справились. А теперь давайте посмотрим. Нет, к сожалению, не получилось. Давай уже кого-нибудь убьем. Масло притяжения, зелье безжалостного взгляда. Зелье безжалостного взгляда возьмем сюда. Блеф, дипломатия, устрашение, знание улиц. Это... вообще я хотел главному персонажу дать. Свиток малых проклятий Колокот. Анимантия в современном мире, аидирские обычаи, об эффективности бесов и истрепанная записка. Комбинация от замка предсказана. Бриант, рубин, рубин, сапфир, изумруд. Остальное дело твое и твоего друга. Не подведи меня. Если Аркемир вас поймает, жалости от него не ждите. Впрочем, жалости можете не ждать и от меня. На полях другим почерком нацарапано. Примечание. Наниматель Канцелот, Колокот, выясните потом. Окно выходит на бухту, в него видны круглые утесы Никитаки и гнезда чаек. Ну, все, ребят, вроде все. Давайте посмотрим, куда нам нужно идти. Хранилище Верховного Мага. Тумара будет ждать меня у имперского штаба в Латунной цитадели, а Нетехия у входа в дворец в Змеином Венце. Я думаю, что нам все-таки Нетехи нужно отдать. Вот. Не хочу я пока Латунной цитадели это отдавать. Мы сейчас выполним, потом сюда вернемся. Потому что мы тут еще далеко не все здания обошли, практически мы были только в паре, я так понимаю. В общем, тут еще много чего нужно исследовать, вот, но мы с вами пойдем к Змеиному Венцу. Ну, я ожидал, честно говоря, немного большего, ребят, от башни мага. Но, возможно, это первая башня мага, которую мы встречаем. Но не последняя имеется в виду. Так, она где-то у нас возле дворца должна ждать. Ну что ж, пойдем попробуем найти ее.
Нетехи, вот она. Ты снова здесь. Что скажешь? Отдайте артефакт. Я забрал табличку из сейфа Аркемира. Экера, ты вернул нам важнейшую часть нашей истории. Она осторожно берет табличку в руки. Мы получили опыта задания 12,5 тысяч, не 12 тысяч, и 1000,5 меди. Королева благодарна тебе. Мы подошли еще на шаг ближе к... Нетехи умолкает, заметив вдалеке приближающееся к вам крылатое кожистое создание. Отлично. Бес. Эй, это ты, хранитель? Бес тыкает вас в бок, чтобы привлечь к себе внимание. Да, это я. Хорошо. И если я скажу не тому, хозяин наложит на меня прилипчивую песню Аркемира. Наш великий хозяин Аркемир вернулся, приглашает тебя к себе в поместье. Говорит, ты знаешь, куда идти. Бес резко неприятно смеется и прикрывает морду когтистой лапой, пряча от вас злобную усмешку. Что ему нужно? Не знаю, хозяин бесам ничего не говорит. Бес растягивает слова, и вы понимаете, что он отрабатывает саркастичный тон. Скажи ему, что я приду. Это не нужно, он уже знает. Хозяин будет ждать в кабинете, не опаздывай. Бес подмигивает вам и улетает. Нетехи, что ж, не ожидала, что все это будет так быстро. Я надеялась, что у нас с королевой будет время подготовить официальные извинения, но придется ускориться. Она беспокойно хмурится. Какие-то подвисания начались. Еще раз огромное тебе спасибо. Возможно, именно это в конце концов приведет нас на Указу. Надеюсь, только у Аркемира нет привычки накладывать на свои вещи проклятие. Она осторожно разглядывает табличку. Эдер, ну, мы его домишко хорошо зачистили. Может, он хочет нас поблагодарить. Ну, точно. Ты прям... Эдер вообще специалист, я смотрю, по этим делам. Так, я хотел найти бутылочку, которую мы с вами получили. Вот это вот она, по-моему. Нет, подождите. Там было зелье, которое давало блеф, дипломатия, устрашение. И вот, кстати, у нас их два уже. Отлично. Интересно. Но я думаю, что ловушку вряд ли он нам будет устраивать. Но это неожиданный поворот событий. Поместье Аркемира. Так, ребята, у нас тут окованный сталью конструкт. Новый. Аркемир. Красивый фонарик, какой-то бес ходит. Надеюсь, отыскать это место не составило для тебя труда. Вздохнув, Аркемир поднимает глаза от пергаментного свитка. Он берет перо и несколькими движениями перечеркивает запись в календаре, нажимая достаточно сильно, чтобы скрип кончика на бумаге заполнил наступившую тишину. Никитака — это воплощение то ли любви древних Уана к лабиринтам, то ли их ненависти к прямым линиям. Он кривит лицо и переставляет с места на место несколько стоящих на столе предметов. Не Уана, а время искривило костяк старого народа. Увы, я пригласил тебя не для того, чтобы обсуждать планировку города. Прошу, придержи свою руку и отнесись ко мне лучше, чем к бедняге Консулоту. Он замолкает и с интересом наблюдает за вашей реакцией. Консулот не оставил мне выбора. Я не помню, кто Консулот, ребят. Вздохнув, он постукивает костяшками пальцев по столу. Ну давай перейдем к насущным делам, хорошо? Он раскрывает ладони. Мое поместье совсем недавно ограбили, сокровищницу вскрыли. Он вздыхает и сначала пододвигает к себе стопку бумаги, а потом отодвигает в сторону. Я знаю, это я тебя ограбил. Я рад, что ты решил признаться в этом честно.
По распоряжению круга я должен проявлять сдержанность в том, что касается этого дела. Его ногти впиваются в подлокотники кресла. Наступившую тишину нарушает треск рвущейся ткани. Если ты думаешь, что кровь бесов легко отмыть с ковров, то я предлагаю тебе попробовать самостоятельно убрать за собой. Что же до сказания Харапа, я недоволен тем, что она попала в руки уже потерявших его однажды. То есть в руки законных владельцев. Разве я задавал тебе вопрос? Аркимир глядит влево, затем вправо. Он ждет, прежде чем продолжить. Круг Верховных Магов желает, чтобы мы оставили все недоразумения в прошлом, сделав жест доброй воли. Аркимир изображает кавычки пальцами в воздухе и случайно сбивает локтем чернильницу. Он грозно глядит на разлитые чернила, и под его взором они сами собой собираются обратно в сосуд. Я слушаю. Круг выражал свою обеспокоенность в связи с одним очень подвижным божеством. Архипелаг Мертвого Огня – очень хрупкое место, и последствия похождений высасывателя душ вроде Эотаса могут быть куда серьезнее, чем просто разрушенные замки и крепости. Архипелагу повезет, если хоть один риф останется целым, когда закончится эта долгая прогулка. Да, это так. Мы не требуем от тебя, чтобы ты задержал божество. Это было бы просто непрактично. Нам нужна твоя помощь, чтобы подготовиться к худшему из возможных исходов. Аркимир большим пальцем придавливает паука, ползущего по столу. Уголки его губ поднимаются в улыбке. А вот. Обычно худшим из возможных исходов является вмешательство круга. Или ты уже забыл об этом инциденте на водопаде Черноводья? Прищурив глаза, Лот смотрит на Аркимира. Колокот вернула воду на место. Чего тебе еще нужно? Извинений? Аркимир свысока глядит на Алота. Расскажи мне подробности. Волшебница Бекарна устроила к северо-востоку от Никитаки свою обсерваторию. Чтобы круг забыл о твоих прегрешениях, тебе нужно найти результаты ее исследований. Почему ты просишь об этом меня, а не саму Бекарну? Она оставила академические исследования и, как следствие, лишилась стипендии. Все указывает на то, что ее лаборатория давно заброшена. И что ты надеешься узнать из положения звезд? То, что опасения круга совершенно беспочвенны, конечно. Он поднимает бровь. Не сомневаюсь, что нужные документы ты сразу узнаешь. У тебя ведь нюх на ценности. Я отыщу эти записи об исследованиях. Хочу тебя предупредить. К обсерватории направился корабль с флагами носителей рваного знамени. Нахмурившись, Аркимир копается в письмах, пока наконец не находит нужное. У меня есть причины полагать, что они хорошо вооружены. Это элитные наемники. Я сражался с ними во время осады Крэгхольта. Разве я просил тебя поделиться воспоминаниями? Архимир чихает, прикрываясь рукавом и кривится. Мой интерес к их появлению заключается в одном. Кто-то, обладающий существенными средствами, хочет заполучить результаты заброшенных тайных исследований. Исследований, на которые мы не обратили внимания. Возвращайся живым или не возвращайся вовсе. А теперь, если ты не против, мне надо восстанавливать поместье. И искать новых слуг. Перекусив нижнюю губу, он глядит на вас прищуренными глазами. Так, причуды Бекарны. Ну, понятно, здесь получается на больше, чем на 3 уровня. Мы его точно трогать пока не будем. Вот, и хранилище Верховного Мага у нас как квест был завершен. Такс, здесь мы были. В гильдии Заклинателей Воды мы еще не были. Но давайте пойдем по кругу. Напитки и майты. Мы с ней уже говорили, у нее ничего интересного нет. Темный буфет.
Что за бардак? Вот поэтому у волшебников дурная репутация. Кованый железом конструкт. Когда вы наклоняетесь, едкий запах экзотических пряностей щиплет вам глаза. Мне больше не к кому идти. Каменная пята меня убьет. Не надо впутывать меня в свои дела, Бертвенну. Мне в прошлый раз хватило. Тогда ты не оставляешь мне выбора. Прости. Эй, вернись, Мадиччо. Этот бесхарактерный Батсо. Молодая волшебница так яростно сжимает край столешницы, будто собирается порвать ее или вскочить на нее. Бес, ты этого не слышал, ач? Бес тихо утробно бормочет что-то себе под нос. Так я и думала. И что мне теперь делать? Думай, Фессина, думай. Она зарывается пальцами в волосы и вздыхает. Ты-то о ком? Мой любовник, тот еще пастынага. Он украл длань Роковы. Наставник убьет меня, если я не сумею ее вернуть. Наверное, он решил быстро подзаработать. Да, Аркемир с меня 7 шкур за эти перчатки спустит. Фессина стонет, держась за лоб. Странно, что конструкторы не отреагировали на кражу. А это необычно? Даже не знаю. Если тебя это так беспокоит, загляни в гримуар Аркемира. Она нервно отводит взгляд. О чем ты умалчиваешь? Это, конечно, не твое дело, но Бертенно не раз и не два задерживался здесь допоздна. Фессина кашляет в кулак и прячет глаза. Я забралась конструктом в мозги и внесла Бертенно в список неопасных личностей, чтобы они на него не реагировали. И даже не спрашивай. Нет, я никогда больше так не сделаю. Она решительно скрещивает руки на груди. Что в этих перчатках такого важного? Сразу видно, что ты совсем не знаешь Аркемира. Он жаден, как последний служитель Ваитики. Уверяю тебя, он выместит на мне все свои потери. Зачем ему деньги? Он сказал, что задолжал одному капитану Роатай по имени Хамуто Каменная Пята. А он такого не прощает. Я верну тебе перчатки. Правда? Если ты ожидаешь какой-то награды, мне нужно заранее об этом знать. Авантюрист еще есть вариант. Так. Скидка бы не помешала. Она удивленно моргает, а затем тепло вам улыбается. Ты вроде соображаешь. Я намертво застряла в магазине, так что отказываться от помощи было бы глупо. Можешь не сомневаться, скидка будет. Ты очень меня выручишь. Большое тебе спасибо. Не знаю, кому Бертенно перепродает свои товары, но он упоминал про какую-то встречу у дока в Латунной цитадели. Фессина грызет ноготь на большом пальце и с ненавистью смотрит на дверь. Кажется, она только и мечтает, чтобы та сорвалась с петель. Похоже, Хамуто Каменная Пята и правда очень опасен, иначе Бертенно не запаниковал бы. Расскажи о себе. Я ученица властителя многих красок. Для тебя он, конечно, просто Аркемир. Я знаю не так уж много заклинаний, зато они все называются как-нибудь вроде «Промозглая скверна Аркемира» или там «Грозный гульфик Аркемира». Он заставил меня создать целый штат слуг бесов, мерзких верещащих тварей. Думаю, это потому, что он знает, что я их терпеть не могу. Фессина вздыхает, терпеливо ждет, когда вы заговорите. Ты так уважительно говоришь об Аркемире? Ач, он заставляет меня обращаться к нему по заслуженным за долгие годы титулам. Но за время моего ученичества я успела придумать ему новое. Она улыбается и быстро осматривается по сторонам. Как по мне, он достопочтимый повелитель зловонных ветров, кормилец бесов, провозвестник тухлых тапок. Расскажи, что у тебя стряслось. Так, ага. Короче, я понял. Если бы мы сюда пришли раньше, ребята, то с ним нужно было бы говорить... Хотите предсказания, добрый господин? Интересно. А с ним нужно было бы говорить на тему того, что она может про Аркемир рассказать, да, или как проникнуть. Приветствую. Хочешь узнать свою судьбу? Марионетка склоняет голову на бок и таращится на вас с отсутствующим выражением на лице. Дайте медиа. Я бы хотел узнать свою судьбу. Глаза марионетки закрываются, она складывает пальцы домиком.
Вы слышите, как внутри коробки крутятся шестеренки и что-то щелкает. Кукла вновь открывает глаза, и теперь из них исходит янтарный свет. Я вижу остров. Его изрезанные берега объяты огнем, но тебе суждено туда отправиться. Кто-то тебя ждет. Кажется, это мужчина, старый друг. Больше ничего не вижу. Но увижу, если ты дашь мне еще один фаер. А тебе не слишком-то это все дается. Ну ладно, короче, ну, понятно. Я подозреваю, что этот старый друг это Эотас. Ну что ж, латунная цитадель доки? Да. Или задание не по уровню. Бархатная перчатка, латунный кулак. Нет, задание по уровню. Все в порядке. Так, мы латунная цитадель и вот доки. Что ж. Смотри, чтобы твой друг пират вел себя прилично. У меня есть друг пират. Бертенно. Топай отсюда. У меня нет времени на болтовню. Худой валианец хмурится и бросает взгляд куда-то вам за спину. Ты украл из темного буфета перчатки, отдай их мне. Без шансов, Амико, он сужает глаза. Тебя Фесина прислала, верно? Вот пастынага. И все ради этого? Качая головой, он достает из кармана пару красивых перчаток и разочарованно их изучает. Мягкие, что твой ягненок, но ни один скупщик не дает за них реальной цены. Может, они бесами провоняли? Сомневаюсь, что тебе легко удастся перепродать перчатки Верховного Мага. Так и знал, что они несчастливые какие-то. Ну, сделанного не воротишь, верно? Он открывает рот, чтобы продолжить, но его отвлекает нечто приближающееся с юго-запада, и на его лице отражается смертный страх. Он уже здесь, а я опоздал. Если Хамута не разрешит мне вернуть деньги позже, я пропал. Держи рот на замке и подыгрывай. Коротко глянув на вас, Бертена пожимает плечами и сглатывает. К пристани направляется группа матросов. Они вооружены и готовы кинуться в бой. Впереди идет рослая Умауа в горчично-желтом облачении. Он смотрит то на вас, то на Бертена. Как погляжу, Бертена, ты купил услуги наемника или переговорщика. А ведь эти деньги могли пойти в уплату долга. Хамута почесывает длинный шрам, украшающий его шею. Что? Нет, я же не... Я бы ничего не сделал у тебя за спиной. Бертена испуганно поворачивается к вам. Заткнись, Бертена, здесь взрослые разговаривают. Глаза Хамута сверкают, когда он кивает. Его бойцы одобрительно посмеиваются. «Люблю вести дела с благоразумной публикой», — задумчиво кивает он. «Это дело личного характера. Твое присутствие не обязательно». Хамута миролюбиво простирает руки, но его воины нацеливают оружие на Бертена. «И что ты сделаешь с Бертеном?»
Отдам в рабство. Полагаю, так он проживет более честную и достойную жизнь, чем если оставить его на собственное попечение. Серафен фыркает, его исчерченный шрамами нос дергается. Говори, что хочешь, капитан Гнилоед, да только рабство остается рабством, как его ни назови. Он сплевывает себе под ноги. Это твой пиратик лезет не в свои дела. Я бы задал ему трепку, будь капитаном я. Он смотрит на вас, но старается не упускать Серафена из виду. А ты умнее, чем мне казалось. Неужели? Можно сколько угодно чтить морской кодекс, но оставаться чудовищем в чужих глазах. Думаю, я могу расплатиться за этот долг. Должно быть, ты сильно дорожишь этим бесполезным червем, раз хочешь раскошелиться за его свободу. Хамута задумчиво прикусывает нижнюю губу. За Бертена числится должок в 400 пайров. Этой суммы мне будет достаточно, чтобы уладить наше разногласие. Так. Ну ладно, дадим. Стало быть, конфликт улажен. Хамута щелкает пальцами, его отряд опускает оружие, уходя вслед за своим вожаком. Ну, мы не будем тут особо, как бы, да, поднимать там какие-то драки, все такое. Я поверить не могу, что избавился от долга. Впервые в жизни я ощущаю себя свободным. Бертон нажимает ладони. По его лицу строятся слезы. Тебе больше нечего сказать? Альч, это просто великолепно. Я последую куда угодно за этой счастливой путеводной звездой. Если встретишь Фесину, передай, что я прячусь от приятелей из Принчипи. И вот, держи. Он с привычным пренебрежением на лице швыряет вам пальцы Ракова. Пришло время нового Бертенну. Став пиратом, он ни перед кем не будет отчитываться. Он громко хохочет и торопливо убегает. Ну, спасибо, он не сказал. Да. Что за перчатки-то такие? Ловкость +1, ловкость рук +1 и дает фейерверк. Создает сверкающую область зацветных блесток, ошеломляющий, запутывающий всех в области поражения. Я бы эти перчатки оставил себе. Ты снова здесь. Кве, есть новости? Фесина подается ближе. Я разобрался с долгом Бертена перед Хамутом. Ты отдал из своего кармана такую сумму? Она недоверчиво щурится. А что с перчатками? Где они? Они у меня, вот бери. Она благодарно вздыхает, забирая у вас перчатки. Ну, зато Аркемир хотя бы не скормит меня бесом. Она аккуратно складывает перчатки и убирает их с глаз долой. У тебя будет здесь скидка. Если буфет немного не досчитается прибыли, так тому и быть. Похоже, не очень-то ты тут счастлива. Не хочешь попутешествовать вместе со мной? Вздохнув, Фесина опирается на столешницу и оглядывается. Мадичо, чего мне стоило здесь оказаться? Но я с радостью навсегда забуду все до последней паутинки. Она говорит все так же ровно, но ударяет кулаком по столешнице. Эй, ты, бес, я ухожу. И, должна сказать, мне вообще не понравилось с тобой работать. Беславочник. Ух, повелитель будет злой. Аркемир вырастет во рту плохой Фесин репку. Бес явно собирается сказать что-то еще, но останавливается. Берегись, там много страшного. Бес опускает глаза, и его голос смягчается. Договорив, он указывает на дверь. Аграчима, наверное. Корес. Фесина с любопытством смотрит на беса. Не знаю, куда ты идешь, но там наверняка будет лучше, чем здесь. Она с улыбкой дает вам честь. О, то есть она у нас тоже будет. Замечательно. Так, теперь у нас бес-лавочник будет заправлять делом. Покажи мне, что ты продаешь. Что это было? О, купить чего-нибудь.
Сложив лапу в группу жест, он указывает на товары. Чего ты такой злой? Не злой, просто бес. Он скалит зубы и шипит. Бес грустный. Морда беса мрачнеет. На ней появляются новые морщины, резкие углы и провисающие участки. Фессина слишком часто уходит и оставляет меня одного. И хозяин не разрешает мне уходить из его дурацкой лавки. Как думаешь, почему Фессина так часто уходит? Она ненавидит свою работу, ненавидит Аркемира, ненавидит меня. Вот и причина. Он загибает один палец за другим, а потом сжимает лапу в когтистый кулак. Получается, на самом деле ты не злой. Бесы сложные. Вы все думаете, что у нас только две эмоции. Мы только злые или довольные. Произнося самые длинные и сложные слова, он чмокает губами и запинается. Зато вы не чуете струи бесов, струи веселья, струи печали, струи творчества. Бесы везде оставляют струи. Из еще секунду назад невидимого отверстия в теле беса выбрасывается облачко неприятно пахнущей жидкости. У меня были другие вопросы. Покажи мне, что ты продаешь. Скидка на предметы 5%. Короче, здесь свитки разные есть. Оружие. Реагенты. Короче, здесь можно, получается... Так, корень зеленой чащи. Поющая сабля Саши. Это оружие принадлежало некогда Саше Серемон, прославленной певчей. Ее благородство и многочисленные победы вошли в легенды. Многие годы песни об ее приключениях звучали в роскошных дворцах и в скромных тавернах, хотя ни стихи, ни песни не смогли передать ту грацию, с которой двигалась Саша и ее клинок. С каждым ударом эта древняя изящная сабля рассекает воздух и издает удивительный яркий звук. Сложная и диссонирующая гармония одновременно прекрасна и неприятна на слух. И сабля в одинаковой мере служит орудием битвы и музыкальным инструментом. Судя по зазубринам на посеребренном лезвии, сабля верно служила певчей много лет, а ее хозяйка не раз скрещивала клинки с врагами. Кульминацию усиления наговора возвращает фраза певчего. Прелюдия. 2% к бонусу накапливающейся скорости действия за каждую произнесенную фразу певчего. Короче, это для тех, кто поет. Средний щит. Бледный свет. Постепенно восстанавливает здоровье ближайших соратников. Полученный урон критического попадания минус 15. Противнику персонажа плюс 1. Прикольный щит. Хранитель заклинаний. Все защиты плюс 5 против заклинания. Тайник заклинаний. В начале боя призывает в пустую ячейку быстрого доступа случайный свиток. Свиток исчезает после окончания боя. Камеи сияющей адры. Фигурка. Призвать Адраган. Невесомый гримуар. Кстати, капризная порча Аркемира, собственно. Свадебная повязка Гвин. Телосложение плюс 1, устойчивость к воздействиям хромота. Пальцы раковы. Ну, собственно, мы уже знаем, что это за перчатки. Гримуар. Точнее, амулет здоровья. Максимальное здоровье плюс 15. Гримуар причудливого волшебства. Пока гримуары нам не нужны, потому что мы еще не достигли какого-то там высокого уровня, да. Но так-то можем запомнить. Давайте в жилые помещения поднимемся, посмотрим, что там. Мантия хорошего качества, капюшон. Пояс из шкуры тролля. Здоровье восстановлено плюс 1 каждые 6 секунд. Так, давайте главному персонажу. И, наверное, мы его сразу наденем. Отлично. Окно выходит на улицу возвышенности Перики. Прямо через дорогу находится второй этаж особняка Аркемира. Если использовать подходящие инструменты и рассчитать бросок, можно перебраться на ту сторону. Оценить расстояние. Зелье безжалостного взгляда.
Дневник Фессины. Мадича, также... Как же тягостно послушничество. Аркемир взваливает на меня самую скучную работу. Что ж, если мне не суждено ничему научиться, то постараюсь хотя бы получить удовольствие. Всякий раз, когда Аркемир заявляет, что поглощен исследованиями, я нахожу его бродящим по коридорам с чужим лицом. Так он обманывает своих бесов, а они каждый раз не могут распознать обмана. Иногда мне кажется, что он и явился на архипелаг Мертвого Огня за тем, чтобы побыть наедине с этими мерзкими созданиями, а тут, как назло, наслаждаться жизнью ему помешала я. Когда он по делам отлучился из города, я стащила мантию у него из спальни. Бесы приняли меня за хозяина и весь вечер таскали мне сыр и кружки с элем. Само собой, после этого я вернула мантию на место. Ач, может еще и не поздно начать наслаждаться жизнью. Я понял, про какую мантию идет речь, ребята. Я думаю, что вы тоже поняли. Так, ну давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Получается, мы сделали бархатную перчатку, латунный кулак и сердечное приглашение. Это, оказывается, было отдельное задание. Сердечное приглашение, задача, точнее. Хорошо. Ну и получили мы, получается, причуды пекарны. Короче, у нас, смотрите, у нас с вами основное задание. Свет вдали. Последнее пристанище. Выкурить добычу, условия торговли. Награда за голову Биокары. Я имею в виду то, что он подходит по уровням. Туманные перспективы. Но это связано с другим заданием. Награда за голову Осила Гроза Волн. Вот можем походить посмотреть, возможно. Запечатанная судьба. Ага, вернуть сумку Дегнасу на лоточном канале причала королевы. Ну, давайте вернем ему сумочку. Подруга, советую волочиться за кем-нибудь, у кого промеж ушей есть хоть капелька мозгов. Сердцу не прикажешь, Серафен. Думаю, тебе это известно как никому другому. Сердце порой толкает на глупые поступки, его не всегда следует слушать. И мы получили благословение. Интересно. И, кстати, ребят, мы с вами... К вам приближается группа матросов Принчипа. Талфор. Фентре, можно тебя на минутку? Прямо перед вами встает высокий жилистый мужчина. На его лице играет коварная усмешка. Видно, что это выражение ему привычно, как старая удобная одежда. Я видел, как ты разговариваешь с моим дорогим Амико Дегнасом. Сразу подумал, Талфор, тебе тоже нужно с ним познакомиться. Его окружает группа хорошо вооруженных и облаченных в доспехи подельников. А тебе какое дело, с кем я разговариваю? Дегнас из моих людей. Его успехи для меня важны, ведь от них зависит мое благополучие. Он беззаботно пожимает плечами. Само воплощение небрежности. Твой посыльный потерял сумку. Я хочу ее вернуть. Приятно слышать. Мне редко удается порадоваться вмешательству посторонних. Талфор склоняется в легком поклоне. На его лице играет кривоватая, почти насмешливая улыбка. Проводить тебя до причала королевы, Фентре. Никогда не знаешь, кто шныряет в переулках. Не хотелось бы, чтобы тебя кто-нибудь подкараулил. В этом нет необходимости. Хамико, улицы Никитаки опасны. По ним не стоит передвигаться без сопровождения. Мы с друзьями тебя проводим. Нет, я настаиваю. Как не хочется навязываться, однако я должен быть уверен, что у Дегнаса будет все необходимое для ближайшего плавания. Он широко улыбается, и от уголков глаз разбегаются веселые морщинки. Отойди, а не то я тебя заставлю. Мадичо, как жаль, что нам не удалось договориться. А я-то надеялся, что мы подружимся. Талфор поднимает оружие, и его подельники делают то же самое. Ну ладно.
Мне не нравится, когда меня предлагают проводить там или еще что-то. Ну, вроде бы справились. Конечно, потеряли одного. Кэшон. Хороший кинжал. Листья капа. Кольчужный доспех. Ботинки уклонения. Так, ботинки уклонения. Давайте их дадим Эдеру. У нас, смотрите, здесь защита 59, здесь чуть больше защиты. А здесь у нас будет ботиночки уклонения, которые нам будут чуть-чуть давать еще защиты. Отлично. И здесь, в принципе, ничего нового мы не обнаружили. Жезл хорошего качества, пропитанный кровью гримуар. Ну, гримуар мы отдадим Алоту. Потом будем разбираться с ними. Вроде бы все. Кричал королева. Перед вами оживленная городская площадь. Прохладная вода из колодцев Никитаки утоляет жажду и нищих, и богачей, но те, кто собирается у колодцев, похожи друг на друга. Усталые лица Омауа, коромыслы на натуженных спинах и изорванные лохмотья Рапара. Для себя и своих хозяев каждый терпеливо ждет в длинной очереди, чтобы наполнить ведра чистой водой. А я зачем-то туда собирался тоже. Встать в очередь, чтобы наполнить водой свои бурдюки. Очередь медленно движется вперед, и вы, погрузившись в свои мысли, даже не замечаете, как по толпе пробегает испуганный ропот. Перед вами очередь начинает редеть. Верный признак того, что что-то не так. Взглянув на колодец, вы видите, как из щелей между камнями сочится темная жидкость. Кто-то в толпе начинает кричать. Чистильщик из касты Рапару делает шаг вперед. Его кожаные сапоги размокли и покрыты вековым слоем грязи, но в руках он гордо сжимает вантус такой длины, что с ним впору выходить в бой в строю пикинеров. Он поднимает руку, обращается к сбившимся в кучку Уана. «Тихо вы, Кера! Чего раскричались? Я постоянно такое прочищаю и...» В этот момент с колодца вываливается бесформенная, идущая волнами туша слизняка. Чистильщик, задрожав, пятится назад. «Бегите, я разберусь с этим». Оуму роняет вантус и неловко бросается бежать, шлепая старыми сапогами. Вы поворачиваетесь и видите, как из колодца вырывается второй слизняк. Он разносит в щепки ворот и разбрасывает в стороны камни. «Ко мне, горожане, я защищу вас». Чистильщик и вся остальная спешат к вам. Толпа расступается, огибает вас и укрывается за вашей спиной.
Перед вами слизняки дрожат и делятся на части. Мелкие твари отпадают от них, словно гнилые виноградины с ветки. Существа катятся к вам, собирая грязь с земли, и Иоанна, испуганно ахнув, пятится назад. Вы готовитесь к схватке. Так, здесь мы сохранить не можем, да? Значит, придется драться, ребята. Так. Ну, короче, понятно, они распадаются, все дела. Сейчас этот еще распадется, наверное. Да. А, все, то есть... А, еще вот остались, ребята. Так, здесь все. Все, больше никого нет. Хорошо. Интересный эвент очень. Вообще вот круто сделан город, ребята, все-таки действительно интересно, да, вот как бы перемещение между локациями, районами в городе, оно не заключается в простом встрече в ближайшей подворотне с бандюками, да, как было там в том же там Baldur's Gate, да, и Сандейле. Очень интересно сделано, мне нравится. Видно, что разработчики прям вложились очень хорошо в этот город. Так, а где он будет нас ждать? На лоточном причале. Ну, где-то, видимо, здесь. Новая дорога впереди, новые звезды над головой. Так, только нам не сюда, по идее. Вот все-таки вот сюда куда-то. Да, вот он. Экоси, Фентре, что там с моей сумкой? Тебе придется объясниться. Все совсем не так, как ты думаешь. Кампланга, выслушай меня. Он отводит взгляд от вашего лица, словно не в силах смотреть вам в глаза. На лбу выступает легкая испарина, и он нервно мнет в руках нижний край рубахи. Твоему плану конец, Талфар мертв. Я пойму, если ты откажешься меня поддержать. Твое презрение полностью оправдано.
Он опускает голову, его плечи бессильно болтаются, словно паруса без ветра. Только умоляю, не говори о Вете. Я ничего не скажу о Вете, но ты должен оставить все это в прошлом. Мерла, да, я все сделаю, только не говори о Вете. Он сцепляет ладони и горячо кивает. Даю слово. Хлопать себя по груди. Я что-то, ребята, так и не понял. Ну, то есть, наверное, нужно было все-таки почитать, что там было, да? А в это его, типа, это, ну... Кто такой Талфор, я так и не понял. Честно говоря. Странное, в общем, какое-то задание. Но в любом случае, ребят, на сегодня это, к сожалению, все. Мы и так немножечко припозднились. Вот. В принципе, сегодня мы с вами продвинулись довольно неплохо. Мы выполнили пару заданий, даже больше, чем пару. Вот. В следующей серии продолжим, я думаю, исследовать последние локации на возвышенности и в причале королевы. Сегодня это все. С вами был Литорн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Делитесь видео в соцсетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующих встреч!